Привет, друзья! Готовлю сегодня вот такие легкие, тающие во рту печенье. Они невероятно вкусные, что оторваться от них сложно. Замешиваю песочное тесто, муку кладу, мягкое сливочное масло, солю и вилкой вот так делаю мелкую масляную крошку. Беру 2 яйца среднего размера и разделяю белки от желтков. Желтки кладу сразу в сливки жирные, но можно заменить и жирной сметаной. Перемешиваю затем сливки и выливаю масляную крошку. Перемешиваю жидкость сначала вилкой, а затем уже вымешиваю тесто руками. Тесто должно получиться мягким, с приятным желтоватым цветом. Сразу же для удобства отделяю небольшой кусочек теста и катаю в шарик величиной с грецкий орех. В итоге получилось у меня 16 шариков. Накрываю тарелкой и оставляю на 15-20 минут для расстойки. Делаю начинку безе. Добавляю в белки немного лимонки и начинаю взбивать белки на маленькой скорости, постепенно увеличивая ее. И как только образуется пенка, добавляю сахар. Сахар сразу не всыпаю, а в 3-4 этапа. Белки должны быть холодными, и сахар, соответственно, тоже должен быть холодным. Белки должны быть хорошо взбитыми, чтобы была крепкая пенка. Тогда безе будет хрустящим и не тягучим. Вот такие пики крепкие должны быть в итоге. Шарики из теста смягчились немного и еще раз катаю до гладкой поверхности. Затем скалкой раскатываю в тонкую лепешку. Кладу безе посередине и делаю разрезы по краям, оставляю серединку как есть. Делаю пирожное печенье в виде розочки. Закрываю бока безе лепестками из теста. Оставляю начинку открытой. Получается раскрывшаяся розочка такая. Края верхние слегка выворачиваю, придаю форму лепестка розы. Начинку из безе также можно добавлять орехи любые. Тоже, кстати, очень вкусно. Но сегодня у меня безе без орехов. А здесь чуть попроще лепка печенье в виде ракушки или гусиных лапок. Кладу в тонко раскатанное тесто безе начинку и залепляю в виде полумесяца. Крепко залеплять не стоит, все равно раскроется при выпечке. Складываю пополам, вот и все. Выпекается печенье 40-50 минут при 140-150 градусов до слегка румяной корочки, но смотрите сами по своей духовке. Посыпаю готовое печенье сахарной пудрой. Получается очень хрустящее, рассыпчатое печенье, в меру сладкий и не совсем жирный. Если это видео было полезным для вас, то ставьте лайки и не забывайте писать свои комментарии. С вами была Наталья. Пока-пока!